Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я хочу вам представить вот такую супер модную новинку на лето 2021 года. Летний кардиган, ажурный, изящный, удлиненный, с такой свободного, очень свободного кроя. Сами видите, подойдет на любой размер. В принципе, и полненьким, и худеньким, на всех будет шикарно смотреться. Цвет, конечно, можно выбрать любой. Нашла эту модельку я в одном из модных интернет-магазинов европейских. И, в общем-то, рисовала схему по картинке. Схема будет нарисована от руки, но довольно аккуратно и понятно. Так, поэтому, мои хорошие, давайте сейчас с вами посмотрим пряжу. Выбрала я полухлопковую пряжу для вязания этого кардигана. Как всегда в нашем мастер-классе будет полнейший разбор по описанию. Пройдемся и схему, и выкройку разберем. Определим плотность полотна, свяжем этот узор. То есть все нюансы по созданию данной модели мы с вами обсудим и рассмотрим в данном мастер-классе. Описание вязания на 5 размеров будем составлять вместе с вами в данном мастер-классе. Все попетельно будет описано и выложено под видео описание, девочки. Так что начинаем. Кому интересна данная модель, остаемся на канале и продолжаем мастер-класс. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого кардигана летнего я выбрала пряжу, тоже летнюю, Yarn Art Jeans, полухлопковая, 55% хлопок, 45% полиакрил. Цвет у нас будет 78-й, такой розовый, красивый цвет, 50 грамм, 160 метров. Турецкая пряжа отличного качества, хорошей скрутки, вязать из нее одно удовольствие, девочки. Спицы я буду использовать 3,5. Вот так смотрится узор. Здесь связано у меня, получается, 2 раппорта в высоту и 2 раппорта в ширину. Вот. Схемочку я составляла сама, глядя на картинку модели, поэтому думаю, что схожесть очевидна. Но, во всяком случае, я очень старалась сделать подходящую схему, составить. Вот. И мне кажется, что все получилось, все удалось. Очень похоже. Так, ну и, собственно, что еще вам рассказать? Красивый узор, интересный, и вяжется легко. Мы с вами свяжем каждый ряд. Я надеюсь, если какие-то по схеме были вопросы, они отпадут сами собой, поскольку я вяжу прямо на ваших глазах каждую петельку. Давайте посмотрим схему. Таким образом выглядит схема узора. 14 петель у нас раппорт, 24 ряда в высоту получается. И, в общем-то, будем вязать с вами образец. Все эти 2 раппортика мы и свяжем. Условное обозначение хотела бы заострить внимание. Вот эти крестики, это платочная вязка. То есть в лицевом и изнаночном ряду вяжутся исключительно лицевые петли. Треугольничек равнобедренный – это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Кружочек традиционно накид. И горизонтальная черточка – это лицевая петля. Вот. И все. В схеме указаны лицевые ряды, изнаночные. Я буду рассказывать и показывать, как вязать. Ну, соответственно, платочной вязкой вяжется и в изнаночном ряду тоже лицевыми петлями. Так, с этим все понятно. Дальше. Давайте посмотрим выкройку. Выкройка у нас вот такая интересная. Будет у нас сегодня составляться с вами описание на 5 размеров. С 44 по 48 первый размер.
Да, вот именно так. Будет целых 3 размера я объединяю, поскольку очень просторный кардиган, очень просторный, объемный вяжется. И второй размерчик будет у нас с вами на 50-52. Вот, рассчитан. Ну, там, в принципе, 54, может быть, тоже влезет. 63 сантиметра будет у нас с вами спинка для второго размера, да, то есть как бы с натягом, но... Итак, и, конечно же, описание, которое я всегда составляю, выкладываю под видео, девочки. Вот такое описание. Вот эти все размеры, которые я озвучила, здесь написаны. Пряжа, расход будет у нас с вами 500-600 грамм. Вы видели ажурный узор, поэтому вот такой расход, я считаю, будет достаточно 600 грамм для 50-52. Но мне вот так кажется, потому что пряжа довольно недорогая, бюджетная. Ну, может быть, 650. Ну, хотя навряд ли, все-таки длинная вещь. Опять-таки, рост у всех разный, да? Так что будьте готовы, что чуть-чуть может не хватить, да? То 650 я написала все-таки. Спицы используем 3,5. И, в общем-то, плотность вязания определяем в процессе. У нас, как всегда, определяется в процессе вязания после того, как свяжем образец. Описание вязания у нас с вами подробнейшим образом в конце видео мы с вами обсуждаем все эти петли, откуда они берутся, да, и вся последовательность расположения узоров тоже я рисую схематично, откуда что берется и почему именно так, а не иначе, да, тоже все разбираем с вами. Так, все эти нюансы вы почитаете самостоятельно, я сейчас все это вам зачитывать не стану. Откуда берется количество петель для рукава, почему столько, да, что такое цельновязанная планка, укороченными рядами, да, хотела подчеркнуть обязательно, девочки, учитывайте, что плотность полотна вязаного и планки цельновязанной, которые вяжутся платочной вязкой, они разные. Вот, поэтому будем в каждом пятом ряду вязать 2 укороченными рядами, то есть 2 ряда будем вязать, связали 2 ряда, потом пошли на полотно вязать по планке. То есть вот так каждые 5 рядов приблизительно надо будет делать, чтобы не стягивалась планка. Подчеркиваю ваше внимание на этом, заостряю. Так. Ну, а, собственно, остальное все вы сами почитайте, и мы это все с вами попетельно разбирали уже, девочки. Так, все. Давайте с вами приступим к вязанию образца. Итак, вот так выглядит, девочки, наша схема. И, в общем, у нас с вами раппорт 14 петель, 24 ряда в высоту. И для симметрии мы добавляем 7 петель перед нашим раппортом и 8 петель за раппортом. Ну, как бы один раппорт делим пополам. Так удобно вязать, располагать узоры. Вот. И, в общем-то, если будете образец вязать, то набираем 31 петлю для образца. Я уже набрала и связала один раппорт в высоту. Видите, что получается. Давайте теперь с вами вместе этот раппорт повторим. Итак, первый ряд. И у нас с вами идут 7 петель перед раппортом. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому у меня петельки будут меняться местами. У меня вторая будет накидываться поверх первой, вот так. И вяжем 2 вместе лицевой. Дальше 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем накид. И начинается раппорт. Смотрите, здесь сейчас будет вот петля у нас, которая будет в изнаночном ряду вязаться как лицевая петля. То есть это платочная вязка. Она у нас и в лицевом, и в изнаночном ряду вяжется лицевой. То есть я вяжу лицевую и предупреждаю вас, что это платочная вязка. Опять накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5.
Затем вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого первую и вторую петельки я меняю местами. Вторая у меня будет по центру располагаться поверх первой вот так. И вяжу 3 вместе лицевой. И 5 лицевых снова. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Связали раппорт узора, за раппортом 8 петель. Опять платочная вязка лицевая. В изнаночном ряду она тоже будет лицевой. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И кромочно вяжем изнаночные. Теперь, что касается второго ряда и всех четных рядов, которые будут являться изнаночными рядами в нашей схеме. Смотрите, какая особенность. Вяжем, как смотрят петли, да, но там, где у нас накиды, мы вяжем лицевые их. Не как мы привыкли изнаночные накиды, вяжем лицевыми. То есть вот мы вяжем с вами, как смотрят петли. Вот они на нас с вами смотрят изнаночные, мы вяжем. Подошли к накиду и вяжем его лицевой. Платочная вязка по центру, помните, я вам говорила, тоже лицевая. И накид тоже лицевой провязали. И опять идут изнаночные, то есть как смотрят петли, до следующего накида. До следующего накида доходим и вяжем накид. Опять лицевая, лицевая, лицевая. То есть это платочная вязка, идут 3 петли. И опять идет изнаночные петли. Так вы, девочки, легко сориентируетесь. То есть там, где начинается накид, это платочная вязка. И вяжем ее во всех рядах лицевой петлей. Так, все, вот видите, на лицо перевернули, и снова у нас тут платочная вязка, видите, вырисовывается. Третий ряд давайте сразу свяжем. Третий ряд. 7 петель перед раппортом у нас с вами располагаются. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, платочная вязка, связали. Начинаем раппорт узора. Лицевая, лицевая, это платочная вязка, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 3 петли вместе вяжем с выделением центральной петли. То есть первые, вторые петельки меняем местами, как я уже говорила. И вторая у нас оказывается поверх первой. И все 3 провязываем вместе лицевой. Опять 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, платочная вязка лицевая. Связали раппорт узора. За раппортом вяжем для симметрии 8 петель. Это 2 петли лицевые, платочная вязка, накид, снова 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. Все, да? И вы поняли, что 4, 6, 8 ряды, то есть все изнаночные ряды у нас вяжутся, не забываем про платочную вязку. Вот эти петли. Платочная вязка у нас идет. То есть там, где начинается накид, идут платочные, идут лицевые петли, платочные вязки. 5-й ряд вяжем. 7 петель перед раппортом у нас идут с вами. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 петли платочной вязки, то есть лицевые. Начинаем раппорт узора. 3 петли платочной вязки, 1, 2, 3 накида, 3 лицевые, делаем накид, далее опять 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли вяжем, снова 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и 2 лицевые платочной вязки. Связали раппорт узора,
За раппортом вяжем 8 петель. 3 петли лицевые, платочные вязки. 1, 2, 3. Делаем накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. Связали. Не забываем, девочки, что в изнаночном ряду, вот сейчас у нас 6-й ряд, от накида до накида платочная вязка вяжем все петли лицевыми, в том числе и накиды. Видите? Вот от накида до накида я провязала лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? И далее опять идут у меня изнаночные. Связала изнаночные. Сейчас начнется еще накид. Вот накид начался, да, вот это вот все 7 петель будут тоже платочные вязки лицевые. Пожалуйста, не забывайте об этом. Видите, я провязала 7 лицевых платочной вязки. 7-й ряд вяжем. Так, вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, 1, 2, накид. И 3 лицевые платочные вязки. 1, 2, 3. Связали 7 петель перед раппортом. Вяжем раппорт. 4 лицевые платочные вязки. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 2 лицевые. 1, 2. Затем вяжем 3 вместе лицевой по центру с выделением центральной петли. Снова 2 лицевые. 1, 2. Накид, 3 лицевые платочные вязки. 1, 2, 3. Связали раппорт. За раппортом 8 петель вяжем. 4 лицевые платочные вязки. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 2 лицевые вяжем. 1, 2. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И кромочную вяжем изнаночной. Связали. 9-й ряд у нас вяжется следующим образом. 7 петель перед раппортом вяжем, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, 4 лицевые платочные вязки. 1, 2, 3, 4. Далее начинается раппорт. 5 лицевых платочные вязки. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова лицевая, накид и 4 лицевые платочные вязки. 1, 2, 3, 4. Связали раппорт. И за раппортом 8 петель. Вяжем 5 лицевых платочные вязки. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. Вот что у нас уже с вами вырисовывается, вот такие красивые ромбики, да? Так, ну там 10-й ряд вы уже поняли, от накида до накида не забываем вязать платочную вязку лицевые, да? 11-й ряд вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И 5 лицевых у нас идут. 1, 2, 3, 4, 5. То есть это уже не платочная вязка. Видите, я не говорю это слово. Это просто лицевая гладь. 5 лицевых. Далее начинается раппорт узора. И мы вяжем с вами 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт связали. За раппортом вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочную вяжем изнаночной. 12 ряд переворачиваем
И здесь, повторяю, уже в 12 ряду, заостряя внимание, у нас идет лицевая гладь. Платочная вязка кончилась. Все, ее пока нет. И мы все петельки вяжем изнаночными. Все. И накиды в том числе, девочки. Все вяжем изнаночными петельками. Весь ряд 12 у нас идут изнаночные петельки. Повторяю, заостряю на это внимание. Платочной вязки здесь больше нет. Она начнется сейчас в 13 ряду. Так. Может быть, я кому-то быстро вяжу, ничего страшного, скорость там поменяйте. Все, связали. 13 ряд у нас с вами, переворачиваем лицевой. Видите, здесь лицевая гладь везде была. Так, и 13 ряд у нас. Вот сейчас начинается платочная вязка. Смотрите, 7 петель перед раппортом вяжем. Первая петля лицевая, это лицевая платочной вязки. Делаем накид. Далее вяжем лицевая гладь идет 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Все. Связали 7 петель перед раппортом. Далее у нас идут 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Начался раппорт с этого. Связали 3 вместе лицевой. Так. Дальше вяжем 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Просто 5 лицевых. Делаем накид. Лицевая платочной вязки по центру идет. Опять накид. И снова 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Связали раппорт узора. Теперь за раппортом 8 петель у нас идут. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Так, 3 вместе связали. Дальше опять 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Делаем накид. Лицевая платочной вязки, кромочная, изнаночная. Переворачиваем вязание. 14 ряд у нас будет сейчас. И смотрите внимательно. Опять начинается платочная вязка. Первая петля платочной вязки лицевой провязывается. Накид опять провязывается лицевой. И далее вяжем изнаночные петельки. Как смотрят, да? То есть там у нас шла лицевая гладь, я повторялась. Вяжем, как смотрят петельки. Опять начинается накид. И начинается платочная вязка. Сейчас у нас будет 3 лицевые платочные вязки. Накид лицевая, по центру лицевая и опять накид лицевая. Опять идут изнаночные. Вяжем, 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 вяжем. Я даже их не считаю, девочки, потому что по логике вы уже поняли. Мы же повторяем, в принципе, в шахматном порядке. Снова платочная вязка, накид лицевая, лицевая. Кромочная, изнаночная. Связали. 15 ряд у нас начинается. Начинается с 7 петель перед раппортом. Снова платочная вязка. Значит, 2 петли лицевые платочной вязки вяжем. Раз, два. Накид. 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. Связали. Начинаем вязать раппорт узора. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. Накид. 3 лицевые платочной вязки. Раз, два, 3. Накид. 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. Связали раппорт узора. За раппортом 8 петель вяжем. Снова 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. Накид. 2 лицевые платочные вязки. Кромочную вяжем изнаночной. Теперь все изнаночные снова будут у нас вязаться от накида до накида. И смотрите, теперь в изнаночном ряду у нас снова от накида до накида, вот я переворачиваю, да, изнаночный 16 ряд. От накида до накида снова платочная вязка идет, то есть лицевые петельки вяжутся. Заостряю на этом ваше внимание. Итак, у нас с вами 17, девочки, ряд. Вяжем 7 петель перед раппортом.
То есть 3 лицевые платочные вязки. 1, 2, 3. Сделали накид, просто 3 лицевые. 1, 2, 3. Начинаем вязать раппорт узора. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Далее 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. Далее идут петли лицевые платочные вязки. Их 5 штук. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 3 лицевые просто. 1, 2, 3. Раппорт связали. За раппортом вяжем 8 петель. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. И 3 лицевые платочные вязки. 1, 2, 3. Кромочная, изнаночная. Связали. Все. В 18 ряду не забываем про платочную вязку. От накида до накида лицевые платочные вязки вяжутся. В 19 ряду у нас вяжется 7 петелек перед раппортом. Вяжем 4 лицевые платочные вязки. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, 2 лицевые и начинаем раппорт узора. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 2 лицевые. 1, 2. Накид. Далее идут лицевые платочные вязки. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. И 2 лицевые. И это у нас с вами раппорт заканчивается. Начинается 8 петель за раппортом. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 2 лицевые. Накид, 4 лицевые платочные вязки. 1, 2, 3, 4. Кромочная, изнаночная. Так, в 20 ряду вяжем, как смотрят петли, не забываем про платочную вязку. 21 ряд у нас с вами идет 7 петель перед раппортом вяжем. Итак, вяжем с вами 5 лицевых платочной вязки. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая. Начинаем раппорт узора. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Связали. Далее идет лицевая, накид и петли платочной вязки. Сейчас я посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 лицевых платочной вязки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид, лицевая. Связали раппорт узора. За раппортом вяжем 8 петель для симметрии. То есть у нас идут 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, накид, 5 петель платочной вязки лицевыми вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Не забываем, что в 22 ряду у нас платочная вязка. Здесь очень много петель лицевыми вяжется. Не забываем про платочную вязку. От накида до накида вяжем лицевые. 23 ряд у нас 7 петель перед раппортом. Вяжем с вами лицевые петли. То есть лицевая гладь пошла. Больше платочная вязка в 23 ряду не встречается. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 лицевых просто. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид. Начинаем раппорт узора. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид. Лицевые петли вяжем. Не платочная вязка. Просто лицевая гладь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лицевых связали, сделали накид. Раппорт узора связан. За раппортом 8 петель вяжем. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли.
накид. Далее опять идет лицевые петли, просто лицевые петли. Их 6 лицевых должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем наше вязание. 24 ряд, все петли вяжем изнаночными. Все петли изнаночной гладь. То есть, все петли изнаночных, в том числе и накиды. Вообще все полностью. Больше здесь уже никаких накидов у нас, никаких больше платочной вязки здесь у нас не встречается. В этом ряду 24. И, девочки, после того, как мы свяжем с вами 24 ряд, повтор раппорта с первого ряда идет. И там опять платочная вязка появляется. Будьте внимательны. Ориентируйтесь на схему. Здесь на схеме крестики – это платочная вязка. Видите? Платочная вязка. И там, где вы видите эти крестики, поскольку в схеме указаны только лицевые ряды, изнаночные ряды тоже вяжутся платочной вязкой, то есть лицевые петли. Ну а мы с вами связали раппорт узора. Кому нравится вязать образец, свяжите, как и я, еще один раппорт в высоту, чтобы потренировать руку, да, освоить узор, ориентироваться в нем свободно. Вот. А наша задача сейчас сделать влажную тепловую обработку образца и измерить плотность. Итак, делаем влажную тепловую обработчику вот так утюжком и выпрямляем. И выпрямляем наше полотно в разные стороны, тянем его. Очень оно влажное, податливое, очень хорошо тянется, принимает ту самую форму, девочки, которая нам будет, собственно, присуща, да? Вот. Так, давайте еще разочек по краешку пройдем. Так, все. Красиво уложили наш узор и в расправленном виде оставили его сохнуть. Так, у нас с вами ширина образца в широкой части вот 17,5, а вот здесь, видите, волнистый край получается. Тоже 17,5, собственно, если вот так вот. Если здесь будет шовчик сбоку, то все это дело выровняется, да, и будет вот так. Значит, мы набирали 31 петлю. У нас используется 31 петля. Ой, что-то вот мне 17,5. Ну вот смотрите, если мы средний возьмем. Так, здесь вот вообще 16,5, а здесь 17,5. Давайте средний возьмем. 17 сантиметров. 17 сантиметров, 31 петля. 31 поделим на 17. Плотность получается 1,8. Давайте запишем эту плотность. Она нам понадобится для дальнейших расчетов. В 1 сантиметре 1,8 петель используется. Так, теперь по вертикали. Вот так пусть лежит она у нас в свободном состоянии. Потрясли, да? Для чистоты эксперимента. Вот у нас полотно, ничем никак не воздействуем на нее. Вот она в свободном состоянии лежит. Да? Измеряем. Линеечка 19,5 у меня в широкой части. И там, где у нас впадина, будет 19. Ну хорошо, пусть будет 19. Да? 19 сантиметров. И у меня два раппорта по 24 ряда. 48 рядов. На 19 сантиметров поделим. Получается 2,5. Плотность у нас. Но это за счет платочной вязки. И запишем, что в 1 сантиметре 2,5 ряда. Вот эти циферки будем сейчас использовать в расчетах.
Сейчас нам понадобится дальше двигаться с выкройкой. Девочки, вот такая у нас будет с вами выкроечка сегодня участвовать. Ну, выкроечку я, конечно, взяла из другой модельки, но я ее прям-таки реальненько так поработала над ней. И в описании сейчас, надеюсь, доступно вам все расскажу. Так, смотрите, то есть у нас с вами спущенный рукавчик, свободный крой, очень свободный, вы видели на девушке. Поэтому для такого свободного кроя я буду использовать, у меня будет 5 размеров. Я считаю, что с шириной спинки 56 сантиметров такой свободный крой от 44 до 48 размера пойдет. Прям вот 48 размер все равно будет свободно, 56 сантиметров спинка. Так, и для второго размера 50-52 размер 63 сантиметра будет у нас спинка. Вот, тоже очень свободный крой получается. И по спиночке давайте сразу определим количество петель, которые будем набирать, и узорчики. Да, я уже вот тут все порасписала, но смотрим. Смотрите, у нас с вами спинка здесь хитро так данные размеры. То есть вот у нас штрих-пунктирная линия, это и есть спиночка, да, то есть она у нас вяжется одной деталью, а здесь дан половинчатый размер. К нему прибавляется еще вот 1,5 сантиметра, то есть вот эти размерчики 26,5 плюс 1,5, 28 сантиметров, то есть если это половинчатый размер, а если полный размер, то это 56 сантиметров. И мы с вами 56 сантиметров спинки умножаем на нашу плотность, которую мы с вами только что определили. В 1 сантиметре 1,8 петель умещается, да? То есть 56 сантиметров на 1,8 я умножу. Получаем, смотрите, 101 петля. Так и надо, чтобы было нечетное число, потому что, помните, у нас в узоре в наборном ряду 31 петля участвовала. Помните, да? Поэтому должно быть нечетное число. Так, у нас узор с вами так состоит, что это 14 петель, кратно узор, плюс 1 петля для симметрии. Вот. Теперь далее. Второй размерчик 63 сантиметра спинка у нас. И также я 63 умножаю на плотность 1,8. Получаю, девочки, 100... вот здесь вот у меня 115 петель я беру. 115 петель. Не 113 и 114, а 115. То есть там даже получается не 63, а 63,5 будет. Ну, эти нюансы небольшие, да, не так страшно. Так, 115 петель. И теперь распределяем эти петлики. 101 петля для первых 3 размеров и 115 для следующих 2. Рисую я всегда схематично. Вы знаете, да, вот так наборный ряд. Представьте, что это вот, ну, не наборный ряд, а где мы уже узоры с вами распределяем. Вот у вас петли на спице расположены. И мы с вами распределяем узоры. Я обычно 101 петлю делю на количество петель в раппорте, на 14. Получаю, девочки, 7 раппортов целых. 7 раппортов целых, 7 на 14, это будет 98 петель. Плюс, как я сказала, 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Вот эти наши 101 петля. И здесь такая тоже хитрость, нюанс. Мы, помните, с вами вязали по схеме. У нас с вами идет один раппорт, делится пополам. 7 петелек у нас в первой части и в самой крайней части узора идут 8 петелек. И по центру идет нужное количество раппортов. Вот у нас мы вязали в образце 1 раппорт, а так здесь размещать друг за другом можно сколько хотите раппортов. Поэтому смотрите, что мы делаем с вами. Если у нас с вами получилось 7 раппортов, то мы с вами 6 раппортов размещаем по центру. 6 раппортов я черчу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раппортов по 14 петель. Далее, смотрите, в начале ряда делаем 7 петель по схеме, как по схеме идет. И в конце ряда 8 петель у нас идет, тоже как по схеме. Ну и, соответственно, кромочная справа, кромочная слева.
Итак, смотрите, что получилось. 7 петель, 7 раппортов мы расположили с вами вот таким образом, что 6 раппортов целых идут по центру, а 7-й раппорт распределился. 7 петель в начале от него идут, как по схеме, и 8 петель в конце. Да? То есть вы четко вяжете вот эти 7 петель по схеме, потом 6 раппортов по 14 петель и 8 петель за схемой, за раппортами тоже вяжете по этой же схеме. И кромочный, соответственно. Для второго размера 50-52 то же самое, только по центру у нас располагаться будет с вами, получается, всего 7 раппортов. То есть на один раппорт больше. Смотрите, 101 плюс 14 будет 115 петель. То есть мы просто добавляем еще один раппорт в ширину. То есть получается 7 раппортов по центру, 8-й раппорт распределяется также 7 петелек по схеме перед и за раппортами по схеме 8 петелек. Так, с этим тоже мы с вами определились. Теперь про полочку будем говорить. Левая полочку обсуждать будем. Ну, а правая вяжется зеркально левой, сами знаете. Здесь у нас будет с вами идти планочка. Планочка 8 петель платочной вязки. Планочка будет цельновязанная, то есть мы единым полотном, ну как бы сразу ее не потом будем добирать петли и вязать, а сразу она у нас будет включаться в наш полотно вязаное по полочке. И смотрите, что здесь получается. По полочке я для первого размера набираю 45 петель, получается, это 3 раппорта. Смотрите, 45 петель, 3 раппорта. 3 умножить на 14, 42 петли, 1 петля для симметрии и 2 кромочные. 45 петель задействовано у нас получается с вами в узоре. Плюс 8 петель планки. Вот, получается всего 53 петли. Планочка еще у нас идет 8 петелечек. 53 петли. Так, 53 петли. Второй размер. Полочка у нас получается, я делаю не 3 раппорта, а 4 раппорта. 4 раппорта. 4 умножаем на 14. Это получается 56 петель. 1 петля для симметрии, 2 кромочные, 59 петель. Плюс 8 петель планочка, 67 петелечек набираем с вами для второго размера. Так, и также узорчики распределяем. Смотрите, если левую полочку берем, также схематично рисуем. Смотрите, 3 раппорта у нас будут идти следующим образом. Значит, 7 петелечек у нас идут перед нашими раппортами по схеме. Затем идут 2 раппорта по 14 петель. Затем идет 8 петель, как у нас вот здесь шло. Ну, как мы вязали по схеме в конце, да. И затем идет 8 петелек планка. Ну и соответствующим образом кромочная, справа, слева. Получается вот такое распределение узоров, видите? Вот такое распределение узоров. Это на первый размер. Сейчас я покажу еще раз. То есть вот смотрите, кому непонятно, 3 раппорта. Вот у нас с вами 3 раппорта. 2 по центру. И третий распределился также симметрично. 7 перед, 8 за раппортами. Всего 3 раппорта. И 8 петель планка идет, и кромочный, соответственно, справа-слева. Итого получилось 53 петли. Добавили еще 8 петель планки к 45. А для большого размера у нас будет 3 раппорта по центру. 3 раппорта по центру. 4-й раппорт также распределяем с вами вот так симметрично. 7 перед, 8 затем. 8 петель опять планочка добавляется. То есть я пишу 4 раппорта, да, и количество петель у меня получилось 67 вместе с планкой 8 петель. То есть 59 плюс
получается 8 петель планочка, получается 67 петелечек. Так, 67 петелечек получается. Теперь давайте к рукаву перейдем. Потом вернемся. Нам надо будет с вами скос вот здесь посчитать. Но вначале рукав. Давайте рассмотрим. У рукавчика у меня тоже вяжется внизу планочка резинкой 1 на 1, 3 сантиметра в высоту. А далее будем с вами делать крупную прибавочку. То есть набираем мы с вами 44, давайте, петли, 44 петли, я написала 45, давайте 44 петли. Как я их определила? Вот у меня стоит мерочка 25 сантиметров. Ну, я умножила половинчатый размер, да? 25 сантиметров я умножила на нашу плотность 1,8. Получилось 45. Ну, возьмем 44, поскольку все-таки у нас резинка 1 на 1, должно быть четное количество. 44, да? Петли провязали 3 сантиметра резинкой. Это на все размеры пусть будет. Я не буду вот с этим мелочиться. Давайте 44 петли на все размеры. Резиночка она тугая. Все хорошо. Так, и затем в последнем изнаночном ряду давайте крупно с вами прибавку сделаем. От 44 прибавим сразу 59 петель, чтобы было. То есть 15 петель, да, по-моему, получается. 59 отнять 44, да, 15 петель сразу прибавочку делаем. Вот, и 59 петель у нас это 4 раппорта. То есть то же самое я вот сейчас вам тут рисовала. Распределение узоров будет следующим образом. Смотрите, 3 раппорта по центру по 14 петель. И 4-й раппорт делим как 7 петель впереди и 8 за. Вот. Ну и соответственно кромочные. Одна кромочная справа, одна кромочная слева. Итого 59 петель. И вот когда мы с вами сделали эту крупную прибавку, у нас все равно остается скос, который мы должны сформировать. То есть сделать равномерные прибавки по бокам рукава. Для этого мы определяем самую широкую часть рукавчика. Вот у нас стоят мерочки с вами. На первый размерчик 19,5 сантиметров, половинчатый размер. Да, давайте. 19,5 умножим на 2. То есть ширина рукавчика самая большая 39 сантиметров. И умножим на нашу плотность 1,8. Получаем, чтобы было нечетное число, 71 петлю. Так, второй размерчик у нас стоит 21,5 сантиметра умножить на 2 половинчатый размер. 43 ширина рукава. Сантиметры умножить на плотность 1,8. 77 петель. Берем нечетное число. 77 петель. Так, записали. И поскольку у нас с вами внизу 59, а вверху вот 71 и 77, надо сделать вычитание, чтобы понять, сколько всего петель прибавить. То есть 71 петля отнимаем, 59 петель по низу, получаем 12 петель. У нас с вами 2 скоса, симметрично делим на 2, на каждый скос придется по 6 петель прибавок. Второй размер 77 петель отнимем с вами 59 петель по низу, получим 18 петель, поделим на 2, 9 петелечек по каждому скосу прибавку делаем. То есть 6 и 9, вот так получилось. И теперь необходимо нам распределить эти прибавки равномерно. Равномерно. То есть через прибавки делать через равное количество рядов. Для этого воспользуемся вертикальной плотностью. Смотрите, у нас с вами высота скоса стоит вот размер 38,5 сантиметров. Конечно, это средний такой размер. Рост у нас у всех девочки разный. Обязательно откорректируйте вот эту мерочку, поскольку у кого-то руки длинные, у кого-то короткие, да, но это от роста зависит соответственно. Поэтому вот этот средний размерчик обязательно не забудьте откорректировать, а то вдруг получится слишком короткий или слишком маленький рукавчик, да, обязательно. А я вам рассказываю на примере этого рукавчика, и будет в описании также все стоять. 38,5 сантиметров высота от планки до окончания рукава. И мы переводим эту величину в ряды обязательно. Для этого воспользуемся вертикальной плотностью. В 1 сантиметре у нас, помните, считали, умещается 2,5 ряда. Для этого, значит, мы 38,5 сантиметров умножаем на плотность 2,5. Получаем ряды 96 рядов.
То есть я пишу, что 38,5 сантиметров равно 96 рядов. И теперь эти 96 рядов поделим на наши петли, которые надо прибавить, да? То есть на 6 и 9. 96 на первый размер делим на 6. Получаем в каждом 16 ряду, делаем прибавочку. Второй размер у нас идет 96 рядов на 9 петелек делим. Получается вот такое число 10 и 6. То есть не 10, не 11. В таком случае я рекомендую чередовать. Девочки, раз вяжем прибавку в каждом 10 ряду, да? И второй раз делаем в каждом 11. И так чередуем. В 10, 11, так 9 раз чередуем. Все. И когда у нас будет с вами 96 рядов связано, должно быть на спицах 71 петля первый размер, 77 петель второй размер. Закрываем сразу же все петли. Все. Связали нужную длину, нужное количество петель. То же самое касается вертикальной плотности на спинке и полочкам на этой части вязания. Давайте перейдем снова сюда. И обязательно это все нужно тоже переводить в ряды. Делается этот расчет вертикальной плотности для того, чтобы после стирки изделие не вытянулось и не стало слишком длинным. То есть вы помните, образец вяжем, он не такой длинный кажется, да, такой, ну, весь он там рельефненький такой. Когда мы его с вами начинаем отпаривать, делаем влажную тепловую обработку, он сразу выпрямляется, да, вытягивается. И обязательно надо посушить его, чтобы он пришел в ту самую форму, которая будет присуща ему, когда он станет изделием. Вот этот вот вязаный образец, он ведь когда-нибудь станет изделием, правильно? Он же также будет в изделии смотреться узор. Поэтому люди вот придумали такую плотность, расчет, чтобы предотвратить такие нежелательные моменты, когда вытягивается полотно трикотажное. Поэтому, девочки, вот смотрите, от планки до проймы у меня стоят вот такие размеры, их надо перевести в ряды и вязать, руководствуясь рядами. То есть 53,5. Вот у меня стоит размер, я умножу на плотность 2,5 и получу 134 ряда, обычно четное число. Вот, видите, обязательно так руководствуемся. Теперь к скосу планки переходим. Ой, вот планки, полочки. Итак, у нас с вами ширина, получается, по полочке ширина выреза горловины следующим образом, смотрите, складывается. Вот здесь стоит размер, ну, 4,5-5,5 сантиметров, да, вот. Это от спиночки, это по спинке. Но у нас добавляются еще вот здесь 2,5 сантиметра, видите, по схеме, по выкройке. Поэтому, смотрите, 4,5 прибавить 2,5 сантиметра, получаем 7 сантиметров ширина вырез горловины и умножить на плотность 1,8. Вот такое число получается 13 петель. На каждый скос приходится. Ну а для второго размера также 5,5 плюс 2,5. Получаем 8 на 1,8. У меня получилось, я сделала 15 петель. Тоже, чтобы было нечетное. Вот. И поэтому эти петли мы сейчас с вами должны убавить. Также равномерно должны убавить. Убавки сделать через равные расстояния. И также смотрим. Смотрите, высота скоса по выкройке 26 сантиметров. Вот видите, высота. И мы их переведем в ряды также. 26 я умножаю на плотность по вертикали 2,5. Получаю 65 рядов. Обычно берется четное число, как я уже говорила, 66 рядов. Да? И теперь наши петли 13 для первого размера, 15 для второго надо распределить равномерно. На высоте 66 рядов. 66 поделим на 13. Получаем, делаем с вами убавки в каждом пятом ряду. В каждом пятом ряду. Это для первого размера. Второй размер 66 рядов поделить на 15 петель.
будет чередоваться. В каждом 4-м и в каждом 5-м ряду, как я уже говорила. Похожая система получается. Будем делать убавки. Так, со скосом тоже определились. Ну, собственно, девочки, я вам все, в принципе, разжевала, рассказала. Надеюсь, это все было понятно и доступно. Описание будет под видео, где я там все это излагаю уже как бы в текстовом варианте. Думаю, будет понятно вам. Ну, а здесь я вам схематично пытался объяснить, откуда берутся эти цифры все в описании. Желаю вам удачи. Хочу, чтобы у вас все связалось, чтобы все получилось, мои хорошие. Не забывайте откорректировать размеры под себя. Слепо не доверяйте этим меркам, поскольку обычно модели бывают высокого роста, да, то есть как бы длину под себя откорректируйте изделия. Рукав, тоже длину рукава. То есть, пожалуйста, немножечко измените свои вот эти вот размерчики, мерочки под себя. И также с помощью вот этих несложных вычислений немножечко петельки поменяйте. Там ряды, петельки, где будут изменения в выкройке. Да? Это же несложно с помощью плотности. Вот такой нехитрый секрет я вам раскрыла, создание инструкции по вязанию любого изделия. Вы можете этот принцип применять для любого джемпера, топа, для любого трикотажного вязаного изделия. Ну и до новых встреч!